Я приветствую вас на своем канале, и сегодня мы будем делать бортик в виде короны. Для этого нам понадобится выкройка. Как я ее делала, вы найдете по ссылке в описании. Также понадобится ткань, булавки, линейка, карандаш либо портновский мелок. Также я в уголке вот сюда вот ставлю вот такие помпоны. И еще понадобится нам завязки. Можете использовать либо ленту. Я сейчас буду делать завязки из ткани. И покажу, как это сделать. Для начала нам нужно вырезать две детали нашей короны. Мы складываем нашу ткань вдвое. Когда мы сложили ткань вдвое, лицом к лицу, накладываем нашу выкройку плюс по сантиметру припуски. Прикалываем булавками, чтобы выкройка не сместилась. Теперь нам нужно вырезать с учетом припуска. Можете сначала обрисовать, можно вот так с помощью линейки. У нас углы ровные. И потом вырезать по периметру. Получается две наших детали. Вот мы вырезали две детали нашей короны. Чтобы проверить, все ли ровно, мы складываем вот так вот пополам и проверяем, ровно ли у нас тут или нет. Теперь я покажу, пока откладываем, покажу, как я буду делать тесемочки. Обычно я использую ленточки, но они у меня закончились, к сожалению. Но если их нет, можно легко выйти из ситуации. Я вырезала 4 вот таких вот полосочки. Тут у меня 2. Можно вырезать 6 полосочек. Сколько вам надо, столько вырезайте. У меня получились полосочки шириной 4 сантиметра и длиной 50 сантиметров. Вы можете сделать длину такую, которая вам подходит. Итак, что нужно для начала? Мы берем утюг, складываем лицом вниз, изнаночной стороной вверх. Так вот, пополам и заутюживаем нашу полосочку. Далее мы вот так ее открываем. Берем первую половинку к серединке, так заворачиваем и заглаживаем. И вторую часть переворачиваем и точно так же заворачиваем к серединке и проглаживаем. Теперь берем аккуратно пополам, вот так вот, внутрь это все заворачиваем. Так, оп. Сложили и опять заутюживаем, чтобы легче было прострачивать. Так делаем со всеми 4 тесемочками. Вот так получается. Так, все заглаживаем. И когда мы все загладим, прострачиваем по краешку. Вот здесь вот. Где у нас тут складывается. Вот здесь прострачиваем. Теперь прострачиваем на швейной машинке, как я уже сказала, вот тут с краешку.
так делаем со всеми нашими тесемочками. Когда мы сделали тесемочки, берем нашу корону, складываем лицом к лицу. Прикалываем наши тесемочки. Вы сами решайте, на каком расстоянии вы будете прикалывать. Я отмерила по 10 сантиметров сверху и снизу точно так же отмерила. И на этом расстоянии буду прикалывать веревочки. Складываем вот так вот пополам. И прикалываем изнутри. Точно так же и здесь, и с другой стороны. Вот я приколола так ленточки, веревочки. Когда здесь прострочу, потом просто спрячу вот эту вот верхнюю ленточку туда и дальше здесь прострочу. Также я буду такие помпоны пришивать. Я их разрезала, у меня получилось 3 штучки таких. Я их сейчас прикалывать не буду. Я сначала все прострочу и оставлю вот здесь вот немного места, чтобы потом просунуть, потому что они такие объемненькие, их не получится так вот прострочить, неудобно будет. Поэтому я прострочу, оставлю место, потом просуну и перестрочу в конце самом все 3 штучки. Также скрепляем дополнительно булавками по периметру нашу корону, чтобы она не сместилась, чтобы мы могли ровно прострочить. Начинаем прострачивать где-то середины, не забывая оставить место, чтобы вывернуть нашу корону. И также не забываем делать закрепки в конце и в начале строчки. Также не забываем о том, что ленточки нам нужно, веревочки будут прострочить несколько раз, чтобы их закрепить изнутри. Вот я прострочила, оставила здесь место где-то вот в сантиметр, чтобы продеть. Теперь срезаю вот так где-то уголочек. Если вы просто делали корону без помпонов, просто когда вы дострочили, тоже точно так же срезаете уголочек, чтобы он сложился, чтобы короны были ровны, и все. Если вы будете делать с такими же помпонами, теперь я складываю так пополам, взяла большую иголку с ниткой, так прокалываю, и изнутри аккуратненько так вот просовываю. Вот какая-то штучка полностью не вылезет. Обрезаю ниточку. Расправляю тесемочку и дострачиваю, аккуратно пристрачиваю на швейной машинке.
так же делаем и остальные помпоны. Также мы не забываем срезать уголки внизу. И начинаем выворачивать. Также берем кисточку, чтобы удобнее, или палочку, чтобы удобнее было вывернуть. Берем кисточку или палочку и наши уголки так вот засовываем. Внизу уголки точно так же. Вот у нас тут немного стянула посерединке, я забыла надрезать и вам сказать, что вот там, где короны у нас пересекаются, вот эти наши уголки внутренние, вот эти вот, нам нужно просто взять и подрезать так. И точно так же еще один наш. Вот, теперь наши уголки лежат ровненько. Я извиняюсь, то, что ошибаюсь, так как делаю все по-быстрому. И забываюсь. Теперь нам нужно прогладить нашу подушечку корону и набить ее наполнителем. Сейчас проглаживаем. Вот так вот хорошенько проглаживаем. И вот это отверстие наше тоже, чтобы можно было удобнее зашить потайным стежком. Теперь берем наполнитель и набиваем. Я буду набивать шариками, так как с шариками бортики более упругие, чем с лебяжьим пухом. Начинаем набивать с наших уголков вот этих.
Также еще хотела сказать, что чтобы не пришивать эти помпоны, когда мы рисовали выкройку, можно было бы просто сделать еще дополнительно шарик, нарисовать и так вот вырезать. И получились бы тоже такие помпоны слитные с ткани. Либо можно тоже из ткани сделать и вшить. Это уже на ваше усмотрение. Набиваем так всю нашу подушечку. Теперь нам нужно наше отверстие зашить. Для этого скалываем булавками. Я сейчас не буду зашивать потайным стежком, а скалю и в край застрочу на швейной машинке. Вот я в край зашила на швейной машинке. Теперь разравниваем хорошенько нашу корону. Вот такая у нас красивая получилась корона. Вот с такими обычными завязочками и вот такими помпончиками. Можно еще дополнительно прогладить утюгом без пара. Все, наша подушечка готова. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!